Всем привет! В этом видео я расскажу о проделках, ну в кавычках, да, о проделках украинских ромов в Австрии. Как они объегоривают, обманывают социальную систему Австрии и получают социальные пособия. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться, друзья, в этом вопросе. И не забудьте подписаться на канал. Итак, я уже, друзья, вам рассказывал, это примерно был год назад. Говорил, что в Германии, в Мюнхене был огромный скандал, было возбуждено 1500 уголовных дел в отношении украинских ромов из Закарпатья. Значит, тогда в чем была ситуация заключалась? Когда началась война, они приехали большими группами, да, большими семьями, приехали в Баварию и, соответственно, начали получать, как и все граждане Украины, временную защиту. Приехали, получали временную защиту. Понятно, что на работу из них никто не устраивался. Может быть, и устраивалось, но это единицы, буквально на пальцах можно было пересчитать. Но со временем их становилось все больше, больше и больше. Да? Они жили в отведенных отдельных помещениях. Специально власть того или иного муниципалитета арендовали там, например, спортзалы. И они там жили отдельно от других граждан Украины, скажем так. Да? Вот как бы так разделяли. Значит, и заметили немцы, немецкие власти, о том, что они абсолютно не знают украинского языка, они не разговаривают ни на русском, ни на украинском языке. Да? Они общаются на венгерском, на румынском, на каком-то диалекте на своем и так далее. Значит, плюс там половина из них было необразованных, неграмотных, то есть они, я так понимаю, даже в школу не окончили. И у них у всех, немецкие власти заметили, были новые паспорта, украинские, заграничные, новые, абсолютно новые паспорта. Они еще пахли типографской, скажем так, печатью. Да? Это вызвало подозрения. Они обратились в правоохранительные органы, местные власти, миграционные службы, которые принимали этих и оформляли этих людей, потому что их очень много было. Да? Значит, ну и немецкая полиция выявила тот факт, они дали запросы в Румынию, дали запросы в Венгрию, и, соответственно, эти люди, которые оформили временную защиту и которые начали в Германии получать социальные пособия от немецкого государства, оказалось, что они наравне с украинским гражданством, они имеют венгерское и румынское гражданство. То есть они об этом не сообщили немецким властям, скрыли этот факт. Кто-то, может быть, специально скрыл, кто-то, может быть, просто не знал из них, что надо было об этом рассказать. Значит, факт такой, что это является и квалифицируется в уголовном законодательстве Германии как социальное мошенничество. Было возбуждено тогда в Мюнхене 1500 уголовных дел в отношении украинских ромов из Закарпатья. Значит, я тогда снимал видео. Значит, они там поразбегались, там, не знаю, чем эта вся история закончилась, потому что, нету информации, никто об этом не писал, не знаю по какой причине, может с точки зрения политической, да, причины никто не писал, потому что, знаете, украинские беженцы, тут они обманули 1500 уголовных дел, там одна газета написала, журналисты провели такое расследование, я его взял за основу, рассказал и все. А чем закончилась история, кого-то посадили, не посадили, неизвестно. В общем, все эти ромы там поразбегались и как бы сейчас никто о них ничего не пишет. Там было еще полгода назад, что тоже там в одном городке в Баварии они там поселились, и огромное количество их было, они там совершили за один месяц больше 350 преступлений, там кражи в основном были, и грабежи, да, вот, и потом уже люди просто вышли и на митинги к властям местным и говорят: подождите, что вы делаете, мы не можем пройти, нас воруют и так далее. И их там, значит, поразделяли, там целая группа была из 50 украинских ромов, и их всех, значит, в разные земли поотправляли, чтобы разделить, потому что совершали просто-напросто преступления. Это все было, это все есть в средствах массовой информации Германии и так далее. И, соответственно, сейчас как бы тишина, да, в Германии. Но сейчас в Австрии разгорается новый скандал, и он тоже связан с украинскими беженцами ромской национальности из Закарпатья. Их подозревают в аналогичном преступлении, в социальном мошенничестве. В последние месяцы власти Австрии фиксируют увеличение числа прибывающих семей ромской национальности из Закарпатья. То есть они уже начали не в Германию ехать, а в Австрию. Ну и Австрия, соответственно, находится очень близко
к Украине, тем более к Закарпатью. И в основном переезжают это представители ромской национальности и национальности синьки. Они едут в Зальцбург. И примерно 90% новых заявлений о предоставлении, скажем так, убежища, да, ну в Австрии не временная защита, а там, скажем так, своя защита, убежище, да, назовем, именно подаются в Зальцбурге вот в последнее время и подаются, как я уже сказал, представителями ромского и населения и синьки из Закарпатья. И люди начали возмущаться, местное население, потому что их огромное количество прибыло, их огромное количество муниципалитет Зальцбурга принял. Да, и, соответственно, начались трудности в школах, в детских садах, в медицинских учреждениях и так далее. Люди местные не могли, то есть видно сразу, да, там очереди огромные, нет мест и так далее. Дети учатся вместе, понимаете, да? И, соответственно, людям это не понравилось, коренному населению, и они начали там бить тревогу, что за ситуация, почему так. И дошло это до, скажем так, руководства. Да, и начались проверки, то есть начали разбираться, что там такое в этом Зальцбурге, что это за люди, которые огромными группами едут именно в этот город. Они там оформили защиту, они там оформили убежище. Вот, и начали, соответственно, получать от Австрии социальные выплаты. Они там получают не только базовые пособия, но и поддержку на жилье и пособия на детей. То есть все в зависимости от возраста ребенка, и примерно оно составляет до 250 евро за один месяц. Значит, и семья вместе с пособием на вот ребенка, на детей и карманными деньгами, да, поддержка для семьи, к примеру, из 5 человек составляет в месяц в Австрии примерно 780 евро. Это, понятно, не Германия, да, намного меньше социальные пособия, но они все равно есть. И чем больше семья, соответственно, тем больше сумма этих пособий. Федеральная земля Зальцбург примерно тратит за один день на содержание одного украинского беженца ромской национальности примерно 25 евро в день на одного человека за один день. Это обходится налогоплательщикам этого муниципалитета в 2,7 миллиона евро в год. Это только мы сейчас говорим о городе Зальцбург. Это колоссальная сумма для этого города. Координатор по вопросам убежища в Зальцбурге, его зовут Антон Хольцер, утверждает, это не зона боевых действий, имеется в виду Закарпатская область. К тому же они не говорят ни на украинском, ни на русском языках, а большинство родителей и детей неграмотны. В приюте для беженцев на окраине Зальцбурга 335 человек из Украины в настоящее время проживают в бывшем 4-звездочном отеле. Но не все, кто здесь живет, действительно пострадали от войны. Фактически с осени 2023 года было установлено, что в основном из Украины приезжают многодетные семьи. И что в этих многодетных семьях было очень много людей, которые не говорили ни по-украински, ни по-русски. И что у всех у них были новые паспорта. Рассказывает Антон Хольцер. Бывший командир службы спасения Красного Креста отвечает за уход за украинскими беженцами в федеральной земле Зальцбург. Затем мы попросили иностранную полицию проверить это, и в результате, во-первых, документы были подлинными, но все эти люди, так сказать, из этих многодетных семей, приехали из Закавказской области, то есть из регионов Западной Украины, где на самом деле нет войны. Этот Антон Хольцнер, координатор по вопросам убежища в Зальцбурге, но раньше он служил и был командиром спасательной службы Красного Креста. И он считает, что эти люди, приезжая в Зальцбург, они, конечно же, возможно, занимаются злоупотреблением социальным мошенничеством. И необходимо их проверить на предмет вот именно социального мошенничества. Значит, он требует, чтобы помощь в Австрии получали только те, кто действительно пострадал от войны. Кстати, по социальным опросам, которые проводили там австрийские эксперты, значит, выяснилось, что 74% австрийцев придерживаются точно такого же мнения, что если человек, то есть должны помогать только тем, кто реально пострадал от войны. А в Закарпатье не ведутся боевые действия. Кроме этого, он уже там как бы разузнал и свое небольшое расследование провел, и он уже четко утверждает, и об этом он сказал австрийским журналистам, что уже замечены случаи так называемого азюльтуризма, да, среди
украинских беженцев ромской национальности из Закарпатья. Когда они приезжают в Австрию, просят в Австрии, оформляют убежище, получают деньги, потом они едут в Германию, к примеру, или во Францию, или в Испанию, там оформляют, и так в нескольких странах. И это замечено, он уже знает такие факты. И он считает, что это надо в Австрии не допускать такие случаи, и всех вот украинских беженцев ромской национальности, которые поселились и получают социальные выплаты в Зальцбурге, необходимо всех проверить до одного. Понимаете? Он считает, что сам Евросоюз виновен в том, что он это допустил, потому что есть постановление Европейского Союза о перемещенных лицах, которое касается граждан Украины, да, значит, директива, и она не запрещает, то есть сами украинские беженцы, они сами выбирают страну, да, в которую они хотят приехать и в которой они хотят попросить временную защиту. Это неправильно, он считает. То есть должно это все происходить на уровне Европейского Союза. Это сейчас точно такая же идея, которую продвигает и предложение, которое предлагает министр внутренних дел Германии Нэнси Фейза. Она точно так же считает, что необходимо, чтобы украинские беженцы распределялись по государствам Европейского Союза. Что хватит, прекратить надо вот эти «я хочу поехать в Германию» и, пожалуйста, едет и там оформляет. Нет. Теперь не он должен решать, не украинский беженец должен решать, а должна решать, потому что Германия перегружена, например, а в Болгарии никого нет, да, пустые места, скажем так, да, поэтому будут создаваться центры, значит, украинский беженец будет попадать в этот центр, и уже его судьбу, куда его будут распределять, будет не он решать, а уже будет решать, скажем так, власть Европейского Союза, на уровне Европейского Союза. Приехал в этот центр, который будет, к примеру, в Германии открыт, а направят его не в Германию, а в Болгарию, например, или там в Испанию, или в Португалию, где есть место. И все. Хочешь получить временную защиту, едь, значит, в Болгарию. Не хочешь, можешь тогда разворачиваться и уезжать на все 3-4 стороны. Вот такую хотят сейчас политику сделать. Это предлагает Нэнси Фейза, и такой же политики поддерживается вот этот вот руководитель этого координационной группы в Австрии. Почему он пришел к такому выводу? Да? Он пришел к такому выводу еще и по той причине, что вот эти вот украинские беженцы ромской национальности из Закарпатья, они после оформления социальных выплат, они в Австрии не оставались дольше 6 месяцев. То есть они получали, куда-то уезжали, приезжали. Понимаете? То есть вот такая ситуация. Кроме того, он знает четко уже факты, когда они после того, как оформили социальные выплаты, они возвращались в Украину, в Закарпатье. И просто приезжали из Закарпатья, живут в Закарпатье, а приезжают в Австрию из Украины. В основном это, понятно, женщины, да, для того, чтобы получить социальные пособия. Поумней те, кто живет, приезжают в Австрии, деньги эти тратят, снимают. Кто поглупей, то, соответственно, на карту получают деньги и рассчитываются этой картой в Украине, например. Деньги снимают в Украине. Это все прослеживается. Австрийское правительство долго эту проблему игнорировало, но теперь уже конкретно намерено разобраться в этой всей ситуации и принять соответствующие меры в рамках законодательства. Конечно, не все украинские беженцы занимаются вот таким вот социальным мошенничеством, да, но проблема социального мошенничества, социального туризма, она существует, и теперь власти требуют и хотят ее очень жестко контролировать, и вот этих вот социальных мошенников будут привлекать просто-напросто к юридической ответственности. Об этом также заявила и министр по делам семьи Австрии Клаудия Плакхольм. Речь не идет об общем подозрении в отношении украинских беженцев. Те, кто хочет жить у нас, должны интегрироваться и соблюдать наши правила. У нас нет места для тех, кто злоупотребляет нашей системой. То есть для предотвращения этих злоупотреблений в Австрии будет создана специальная рабочая группа, которая будет контролировать выплату социальных пособий украинским беженцам. То есть специально для этого создается целая рабочая группа в Австрии. Ну, Австрия меньше, там всего находится 89 тысяч граждан Украины, которые получили защиту в Австрии, да, поэтому в Германии такую группу не удастся создать, ну или можно будет создать, это надо создавать целое ведомство, да, потому что в Германии находится 1 250 000 украинских беженцев. Ну и планируют австрийские власти до 31 октября разработать новый, более строгий регламент, да,
по принятию и по социальным выплатам. И все это сделано для того, чтобы снизить привлекательность Австрии как страны для социальных злоупотреблений со стороны украинских беженцев, в том числе и украинских беженцев ромской национальности из Закарпатья. Наша цель — уменьшить притягательность Австрии как социального гамака, подытожила Плакхольм. Друзья, вот такая ситуация. Что думаете вы по этой теме? Сможет ли Австрия? Ну, я думаю, что австрийцы, они не немцы. Я думаю, что если будет дальше так продолжаться, если они будут видеть, что у них ничего не будет получаться, да, и социальное мошенничество будет продолжаться, они просто-напросто, я думаю, до минимума сократят социальные пособия. Вот и все. Вот я, скорее всего, думаю, что так, скорее всего, и будет. Потому что и так они дали большие права и возможности украинским беженцам, тем, кто работает, да, и не получает никаких социальных пособий. Они могут теперь перейти на трехгодовой вид на жительство, да, с защиты. И все. Это касается тех, кто работает, сами себя обеспечивают. Поэтому таких людей, которые социальные пособия получают в Австрии, я имею в виду из украинских беженцев, становится все меньше, меньше и меньше. Ну и, соответственно, это социальное пособие, социальное мошенничество выявлено. Это вот буквально в конце марта, в начале апреля, да, появилась информация. Сейчас посмотрим, чем это еще расследование закончится, что там потом примет власть. Что касается медицинской помощи, медицинской страховки, да, принимали на год, потом на полгода, а сейчас они продлевают украинским беженцам медицинскую страховку там на пару месяцев. Вот сейчас, по-моему, продлили до 31 мая 2025 года. Понимаете? То есть, чтобы они не переходили, скажем так, за рамки, да, и пока ее получали. Но потом, что будет там в июне, может скажут, подождите, теперь кто хочет, пусть сами себе ее и оплачивают. Могут и так принять, понимаете? Я тоже об этом снимал видео. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.